Майнао – остров, где время пахнет цветами. Представьте себе место, где время замедляется, а воздух пахнет миллионами цветов одновременно. Нет, мы не на Средиземноморье. Мы в Германии, на юге Баден-Вюртемберга. Добро пожаловать на Майнао, остров цветов, 45 гектаров ботанического совершенства. История современного Майнао – это история о том, что происходит, когда аристократическая страсть встречается с немецким трудолюбием. В 1932 году сюда приехал молодой шведский принц Ленард Бернадотт. Остров достался ему в плачевном состоянии. Заросшие дорожки, одичавшие кусты. Но была одна деталь. Ленард отказался от прав на шведский престол ради любви к женщине неблагородного происхождения. Лишившись титула принца, он обрел титул садовника Европы. Он посвятил 70 лет жизни тому, чтобы каждый сантиметр этой земли зацвел. Такая японская роза мультифлора. Миллион роз. Уже большая часть отцветает. Обалдеть. Это сколько здесь надо? Сколько надо вот этих садовников? Все это. Они по ночам это делают, или они по воскресеньям здесь, наверное, работают. Но больше всего меня впечатляют эти хвойные деревья, огромнейшие, наверное, по 100 лет им, да? Аллейки, цветы, деревья шикарные. Вот так вот, красота какая. Джулия, ну ты счастлива? Да. Майнао – это театр, где декорации меняются по расписанию природы. Весной – это время миллиона луковичных. Более 400 сортов тюльпанов создают живые реки вдоль аллей. Летом мы перемещаемся в итальянский розовый сад. Здесь все строго. Террасы, фонтаны, статуи. Но розы, их здесь 1200 сортов. От диких кустарников до изысканных штамповых деревьев. Осенью, когда остальная Европа готовится к спячке, Майнао взрывается красками 12 тысяч георгинов. Какие яркие цвета. И пчелки. Представляете, пчелки и кактус. Огромнейший кактус. Вот это да. Жарко, безумно. Безумно жарко. Вот они, фотаемся. Я в шоке. Нашла Юля свое счастье. А вот получается здесь портик небольшой. Сюда причаливают кораблики. Очень часто. Наверное, раз в полчаса, а может и раньше. Если у острова есть главная артерия, то это Большая аллея. Она была заложена еще в 1864 году великим герцогом Фридрихом I. Представьте, этим липам и кленам более 1,5 веков. Они стоят как почетный караул, провожая каждого гостя к сердцу поместья. Пролет по этой аллее – это урок симметрии. Здесь понимаешь, что Майнао не случайный набор клумб, а тщательно выверенный архитектурный проект, где каждое дерево знает свое место. А теперь приготовьтесь к самому инстаграмному месту острова – итальянская цветочная лестница. Это прямой оммаж садам эпохи Возрождения. Архитекторы вдохновлялись виллами на озере Комо, и это чувствуется в каждой детали. Посмотрите, как искусно здесь сплетены стихии.
Вода сбегает по каскадам вниз, к озеру, а цветы, подобно живому ковру, поднимаются вверх, к террасам. Остановитесь здесь на мгновение, обернитесь. Отсюда открывается, пожалуй, лучший вид на Боденское озеро. В ясную погоду на горизонте проступают заснеженные пики Альп. В этот момент Майнау кажется не островом Германии, а средиземноморским миражом, который чудом занесло в центр Европы. Очередь даже к бабочкам. Вот это да. Если вам станет прохладно от озерного бриза, Майнау предложит вам портал в тропики. Дом бабочек, второй по величине в Германии. Такое. Здесь поддерживается постоянная температура в 26 градусов и влажность, от которой мгновенно запотевают линзы камер. Рыбки фиолетовые, голубые. Вокруг вас около 120 видов бабочек из Южной Америки и Азии. Некоторые из них, например, голубой марфу, ослепляют своей неоновой синевой. Другие, как бабочка-сова, мастерски маскируются под лесную подстилку. Понравилось? Очень или не очень? Не знаю, что тут такое. Какая-то дырка. Это кто-то зашел за нами, да? Такой сувенирный магазинчик. Справа от главного дворца возвышается здание, которое кажется высеченным из облака. Замковая церковь Святой Марии. Если дворец – это разум и порядок острова, то эта церковь – его душа. Она была построена в середине 18 века знаменитым мастером Иоганном Каспаром Баньято. В те времена островом владел Тевтонский орден, и церковь должна была подчеркивать их величие и преданность вере. Эта церковь – одно из самых желанных мест для венчания в Европе. Очередь из пар расписана на годы вперед. Майнау называют островом свадеб. И именно этот алтарь видел сотни клятв верности, произнесенных на самых разных языках мира. Но церковь хранит и покой. В подземной крипте покоятся члены семьи Бернадотт, включая самого графа Ленарта и его супругу Соню. Те, кто превратил этот остров в рай, остались здесь навсегда, под тенью парочных сводов и звуки озерного прибоя. Даже если вы далеки от религии, задержитесь здесь на минуту. Акустика в храме такая, что даже шепот превращается в музыку. Это идеальное место для того, чтобы на мгновение включить камеру и просто послушать тишину. Майнау – это остров, но добраться сюда проще, чем кажется. У вас есть 3 пути, и каждый из них – отдельное приключение. Да, очень много кораблей, причаливает, отчаливает. Путь первый – морской, самый атмосферный. Из городов Констанц, Мерсбург и Фриденхафен сюда ходят белоснежные паромы, компания БСП. С борта судна остров открывается постепенно, как в замедленной съемке. Это лучший способ почувствовать себя первооткрывателем. Обязательно покупайте комби-билет. Он включает в себя и дорогу туда, и обратно, и вход на остров.
Это сэкономит вам около 20% общей стоимости. Для семей есть специальные предложения, где дети до 12 лет проходят бесплатно. Путь второй – сухопутный. Если вы на машине или велосипеде, вы проедете к огромному парковочному хабу на материке. Отсюда на остров ведет живописный мост. Прогулка по нему – это своего рода декомпрессия. Вы оставляете шум дорог позади и настраиваетесь на ритм природы. Путь третий. Общественный транспорт. Из центра города Констанц каждые 15-20 минут ходит знаменитый 4-й автобус. Он довезет вас прямо к воротам рая. Давайте поговорим о земном, о бюджете. Вход на Майнао платный и зависит от сезона. Высокий сезон с марта по октябрь взрослый билет обойдется примерно в 28-30 евро. Зимний тариф значительно дешевле, около 15, когда остров превращается в суровую, но элегантную ледяную сказку. Вот так вот. Дирижабль над Манао. Круто. «15-20 минут или целый день, сколько бы вы времени не провели на Майнао, вам всегда будет казаться мало. Это место учит вас важному. Красота – это не только дар природы, но и результат огромного ежедневного труда. Граф Ленард Бернатот однажды сказал: «Сад – это песня, которую земля поет небу». На Майнао эта песня не умолкает уже почти 100 лет. Планируйте свое путешествие, берите удобную обувь и готовьтесь к тому, что ваше сердце навсегда останется здесь, среди роз и секвой. До встречи на Боденском озере.